Перед вами образовательный конструктор Kinex. Данный конструктор в рамках серии конструкторов Kinex предназначен для ознакомления учащихся с концепциями, связанными с типами простых механизмов, шестеренки, их действия и исследования. Сегодня мы с вами рассмотрим экспериментальную часть методического пособия к этому конструктору, эксперимент номер 1. Использование системы цилиндрической шестерни в кривошипном вентиляторе. Наша основная цель – понять и описать процесс передачи движения через систему цилиндрических зубчатых колес и исследовать соотношение между размером шестерни, скоростью вращения и силой. Вам понадобятся следующие материалы. Встроенная кривошипно-шатунная модель, которую вы должны собрать заранее. На это у вас уйдет от 1 до 2 занятий в зависимости от возраста учащихся. Липкая лента, бумага или блокнот для записи ваших исследований. От работы эксперимента номер 1. Постройте модель кривошипного вентилятора, следуя пошаговым инструкциям по сборке. Они у нас представлены в таком вот пособии. Здесь очень подробно все рассказано, можете посмотреть. Расписано, сколько нужно деталей, пошаговая сборка всех частей, но это требует некоторой усидчивости, внимательности и точных действий при сборке вентилятора. Далее учащимся предлагается исследовать свою модель, найти шестеренки, рассмотреть механизм подключения передач в операциях по мере поворота рукоятки, обратить внимание, какие детали приводятся в движение при движении рукоятки. Используя свои ноутбуки, компьютеры, попробуйте объяснить, как система передач поворачивает лопасти вентилятора, как шестеренки вентилятора подходят друг к другу и соответствуют ли они друг другу. Используя знания, полученные ранее, предложите учащимся объяснить, как система передач поворачивает лопасти вентилятора, как шестеренки вентилятора подходят друг к другу и соответствуют ли они друг другу. Можно разрешить учащимся воспользоваться современными гаджетами, и пускай они найдут эту информацию, если они ей не обладали ранее. Это устройство называется системой цилиндрических зубчатых колес. В этом расположении шестеренки приспосабливают совместно вдоль такой же линии или в той же плоскости. В кривошипном вентиляторе расположены шестеренки один над другим. Поверните вашу модель на бок, чтобы учащиеся могли рассмотреть, как шестеренки находятся в одной линии друг с другом. Названия различных частей этой модели: кривошип, ведущая шестерня, ведомая шестерня и лопасти вентилятора. Используя клейкую ленту, предложите учащимся наклеить этикетки на различные части данной модели. Далее, используя блокноты, мы предлагаем учащимся ответить на следующие вопросы. Первое. Опишите, как движущиеся части, которые вы обозначили, соединены друг с другом. Второе. Опишите входное движение, то есть движение, которое используется при работе с кривошипом. Третье. Опишите движение шестеренок. Четвертое. Нарисуйте схему расположения зубчатых колес в своем блокноте и используйте стрелки, чтобы показать направление движения каждой детали при работе вентилятора. Обращаю ваше внимание, что на занятиях учащиеся должны обязательно вести записи своей экспериментальной части. Предлагаем прикрепить учащимся небольшой кусочек клейкой ленты к краю одной лопасти вентилятора и выбрать точку отсчета так, чтобы они могли следить за лопастью вентилятора, когда она вращается. Поверните кривошип, чтобы сделать один оборот. Продолжайте поворачивать рукоятку, но варьируйте скорость, с которой она вращается. Продолжая поворачивать рукоятку, мы предлагаем ответить на вопрос, как можно заставить вентилятор вращаться быстрее или медленнее. Следующая часть эксперимента.
Пометьте оба зубчатых колеса либо точечной наклейкой, либо карандашом. Отметки должны быть сделаны в том месте, где сцепляются две шестеренки. А теперь сделайте один медленный поворот. Что вы замечаете? Отметьте в блокнотах размеры двух шестеренок, ведущей и ведомой, используемых в данной модели. Как вы думаете, может ли существовать связь между размером шестеренок и вашими выводами? Этот вопрос можно вынести на общее обсуждение в группе или в классе. Поверните рукоятку еще на один оборот, но на этот раз обратите внимание, как далеко расположены лопасти вентилятора, и попросите сосчитать, сколько раз лезвие с помощью малярной ленты проходит выбранную точку отсчета и фокусируется, сделав всего лишь один полный оборот рукояткой. Суммируйте ваши наблюдения относительно расстояния между двумя шестеренками, и лопасти вентилятора вращаются одним движением кривошипа. Далее мы учащимся предлагаем ответить на вопрос, что произойдет, если использовать большое зубчатое колесо для привода малого зубчатого колеса. И наоборот, что произойдет, если маленькое зубчатое колесо использовать для привода большого зубчатого колеса. Учащиеся записывают свои ответы в блокнот. Далее мы предлагаем исправить вентилятор, который мы уже имеем, с предложенным большим колесом. И проверить, сбылись ли прогнозы, если мы перестроим свои модели. Далее предлагаем подумать о том, как сравнить скорость вращения вентилятора со скоростью вращения двигателя, когда большая шестеренка прикреплена к кривошипу, маленькая шестеренка прикреплена к лопастям вентилятора. Насколько легко или трудно повернуть кривошип с таким расположением по сравнению с тем, когда шестеренки были одинакового размера? Также записываем свои ответы в блокнотах. Обсуждаем свои наблюдения и сравниваем, подтвердились ли наши наблюдения с предсказаниями, которые мы написали ранее. Предлагаем учащимся выступить и доказать или обосновать свои предположения, насколько они сошлись или насколько их можно теперь опровергнуть. На следующем занятии педагог предлагает учащимся продолжить эксперимент номер 1 и узнать, что такое передаточные числа. В первой части эксперимента мы использовали грубые измерения для сравнения входной и выходной скоростей передачи колеса. То, что мы обнаружили, было простым передаточным числом. Это понятие учащимся следует запомнить. Более точный подход заключается в сравнении результатов путем подсчета количества зубов на каждое зубчатое колесо и рассчитываться по следующей формуле. Передаточное колесо – это отношение количества зубьев на ведомом зубчатом колесе к количеству зубьев на ведущем шестеренке. В следующей части эксперимента мы предлагаем снять лопасти вентилятора и отложить их в сторону. Не бойтесь разбирать наш вентилятор, потому что учащиеся уже будут знать, как это происходит, и с удовольствием проведут следующие эксперименты. Во-первых, мы будем использовать большую шестеренку в качестве ведущей, а малую шестеренку в качестве ведомой. Во-вторых, мы будем использовать все с точностью наоборот, то есть когда малая шестеренка ведущая, а большая – это приводной ведомый механизм. Обратите внимание, что можно не разбирать вентилятор, а просто прикрепить рукоятку на соответствующий вал. Далее мы определяем передаточное отношение нашего кривошипного вентилятора и записываем передаточное отношение в блокноте. Предлагаем учащимся описать своими словами, что означает передаточное отношение кривошипного вентилятора. Задаем следующие вопросы. Что получается при использовании этой зубчатой передачи? И как вращался наш вентилятор, быстро или медленно? Далее мы предлагаем заполнить таблицу, чтобы записать свои выводы и повторить шаги из предыдущих пунктов, где малая шестеренка была ведущая, а большая – это ведомая. Далее мы предлагаем использовать таблицу,
чтобы записать свои выводы и повторить предыдущие шаги, где малая шестеренка была ведущая, а большая – ведомая. Учащиеся проводят эксперимент, заносят данные в таблицу. В заключение нашего эксперимента номер 1 мы предлагаем провести мозговой штурм и предложить учащимся ответить на вопросы, как можно еще изменить конструкцию кривошипного вентилятора, что можно добавить к этому механизму. В результате экспериментов, которые дети будут предлагать, можно ввести понятие более ленивого механизма. Наш эксперимент окончен. Удачи вам, уважаемые коллеги!